И снова здравствуйте! Сегодня про отрезные воротники-стойки. Абсолютно самостоятельный вид воротника. Наверное, это самый простой вид воротника со всеми его подвидами. В любом учебном пособии будет предложено 3 основных вида воротника отрезных стойки. Прямоугольный, не прилегающий к шее, иначе говоря, цилиндрической формы. Воротник в виде раструба, расширяющегося вверх. Его противоположность – равномерно сужающийся к шее вверх. Если не говорить только о теории, то сложно представить, где кроме ветеринарных воротников используется воротник номер 2. Воротник номер 1 в своем изначальном виде – это прямоугольник. Длинная сторона равна длине втачивания в горловину. Это может быть как полностью вся горловина, когда выкройка воротника равна половине длины горловины. Воротник может быть с нахлестом краев друг на друга, например, для пуговицы. Тогда к длине горловины добавляются длины нахлестов как с одной, так и с другой стороны центра по переду. Или при застежке сзади по спинке. Воротник может быть с концами, не доходящими друг до друга, например, до планки. У данного воротника есть свои особенности. Его, конечно, строить несложно. Концы воротника могут быть как прямоугольными, так и округлыми или любыми другими по модели. Учитывать надо материалы, из которого изготавливается воротник, потому как его высота полностью влияет на его внешний вид и долговечность. Так, высокая стойка из тонкого материала будет проминаться от движений головы, шеи. Материал должен быть изнутри продублирован, укреплен. Есть изделия, где, конечно, он используется в таком виде без изменений, но также могут быть особенности фигуры, которые могут не позволить использовать воротник с высокой стойкой. Например, может быть сильно наклонена голова с шеи вперед. Потому надо различать стойку для легкой одежды и для верхней. Возможность использования материалов для укрепления, а также очень плотный, толстый, укрепленный воротник будет плохо держаться в легких, тонких изделиях. Надо понимать, что укрепление воротника происходит только в части до шва притачивания, до припуска. Поэтому тонкое основание может плохо держать жесткий каркас самого воротника. Должна быть гармония. По модели, либо по особенностям фигуры, но нужно уметь воротник делать более прилегающим к шее. Одним из таких вариантов является введение вдоль всей длины вертикальных выточек. В зависимости от того, насколько расширена или углублена горловина, или достаточно базовая, невысокая стойка может прилегать или быть отдаленной от шеи при одной и той же конструкции. Так, стойка небольшой высоты при достаточно базовой горловине будет относительно прилегающей даже при цилиндрической форме, то есть без наклона заужения. При этом ворот небольшой высоты даже в 2 см при расширенной и углубленной горловине будет смотреться более отстающим, менее прилегающим. В итоге прилегание-отставание зависит от материала, изменения горловины от базовой, положения корпуса. Изменение выкройки может быть как по всей длине, так и популярный вариант от середины выкройки, от 1/3 выкройки от центра переда. Для того, чтобы сделать некоторое прилегание, надо конически заузить верхнюю линию. Выглядит это как приподнимание и округление нижней линии, что сведет верхнюю параллельную линию к уменьшению. Есть базовые варианты. Приподнять линию на 1/3 от центра спинки, что примерно равно положению плечевого шва от центра спинки. Таким образом изменится общая линия верха воротника относительно горловины. Потому, несмотря на неизменение по спинке, общее изменение потянет и эту область к центру тоже, хоть и в меньшей степени. Для тех, кто хочет меньшее воздействие на область прилегания не то что сзади к шее, но даже сбоку, прилегание можно к базовой линии горловины провести только по передней горизонтальной части. Для этого от центра переда отсчитывается примерно 1/3 длины горловины, и она приподнимается на небольшое расстояние, до 4 см примерно. Чем больше подъем, тем больше укорачивается верхний срез, в зависимости от общей высоты воротника. Тем больше прилегание к шее. Приподнимается нижний край, и к правой крайней точке к нему возводится прямой угол. Верхняя линия проводится параллельно, и далее также параллельной линией, сначала округлой, а далее прямой параллельной к центру спинки проводится. Если наклон до 1 см, это практически незаметно. Для того, чтобы угол при переходе разных сторон при базовой горловине не создавал явных складок, конструктивную особенность можно также заменить ВТО. Это можно, если ткань позволяет, сократить
верхний край и оттянуть нижний срез при переходе линий. Некоторое удлинение нижней линии можно откорректировать при примерке, укоротив от центра. Для того, чтобы сужающийся к шее воротник имел зрительно ощутимый эффект, особенно на верхней одежде, горловину стоит расширить от точки основания шеи, сходя на нет в расширении к центру переда и спинки. Так, по переду и спинке линия будет более вертикальной, а с боков наклонной. Это дает ощутимый зрительный эффект без ухудшения удобства. Данное изменение при поднимании и округлении центра переда приводит к уменьшению верхнего среза от центра. Укорачивание верхнего среза заставляет линию прилегать ближе к шее по переду. Это позволяет нижнюю половину воротника сделать более прилегающей, верхняя часть воротника будет больше похожа на стойку. Также можно воротник согнуть вдоль длины на расстоянии от шва притачивания, равным центру прилегания к шее. Перегибаемый воротник с помощью влажной тепловой обработки оттягивается по месту сгиба. Пожалуй, самым красивым женственным вариантом является стойка, продолженная за линию горловины по длине в виде отдельной, не притаченной к изделию полоски, которая вне линии горловины завязывается бантом. Рекомендую воротник-стойку цилиндрический делать не в совсем базовой горловине, а более круглый, без заметных переходов одной линии в другую. Для этого возможно, если базовая горловина не позволяет, ее надо чуть расширить от точки основания шеи, чтобы внизу, где присутствует явный угол перехода, осуществить скругление чуть выше, по большему радиусу. Тогда даже стойка в форме цилиндра не даст складки в угловом заломе линий. Подробнее об этих особенностях воротников не только стоек в другом видео. Одним из популярных видов воротников стоек является воротник-хомут для углубленной горловины. Воротник вертикальный, но достаточно мягкий за счет косого кроя. По ширине он выкраивается в двойном размере, чтобы не было видно шва на внешнем крае. Также его выкраивают прямоугольником, но под углом 45 градусов к нити основы. Впереди еще немало интересного о воротниках. До новых скорых встреч!